Ребят, всем привет! Сегодня я покажу коротенькое видео, как я настраиваю управление своими гусеничными моделями при помощи различной аппаратуры. Знаю несколько способов. Первый способ — это использовать авиамодельную аппаратуру. У меня вот такая аппаратура Turnigy 9X, самая, наверное, распространенная авиамодельная аппаратура. Сзади стоит фрискайный модуль, радиомодуль. Первый способ покажу, как я ей настраиваю управление моделью. Второй способ — это использовать пистолетную аппаратуру, у меня в данном случае Radiolink. То есть обязательное условие: на аппаратуре должны быть хотя бы несколько миксов. То есть без радиомиксов управлять не получится моделью, к сожалению. Итак, давайте начнем. Итак, первый способ: настраиваем независимый привод гусеницы с помощью авиамодельной аппаратуры Turnigy 9X. Способ самый простой, то есть заходим в меню, настройки и выбираем, то есть здесь у меня в данном случае настроены реверсы вот по такой схеме, то есть у вас может быть по-другому настроено. И для управления двигателей использую первый и второй каналы, то есть регуляторы моторов, два независимых регулятора втыкаются в приемник в первый и во второй канал. И дальше идем в меню элевоны. Заходим. То есть у меня вот уже стоит, видите, акт, то есть активирован этот режим. То есть вот так он будет стоять у вас, когда вы не активировали режим. То есть активируем режим и выставляем вот эти значения. Ну, допустим, у меня стоят вот 100%. То есть опытным путем нашел вот эти значения для того, чтобы когда мы зайдем сейчас в дисплей для отображения, то есть управлять будем правым стиком. И вперед, и вправо-влево моделью управляется. То есть что получается? Добавляем вперед полный газ. Видите, два регулятора, первые два канала максимально идут вперед. То есть модель едет вперед. Крутятся оба мотора вперед. Двигаем назад. Оба канала едут, двигатель крутится обратно в обратную сторону. Модель едет назад. Теперь, если мы стоим на месте и поворачиваем вправо, то правый мотор вращается в одну сторону, левый мотор в другую. Влево, когда делаем, все то же самое. То есть модель крутится на месте, разворачивается на месте. Теперь, если мы добавляем вперед и, допустим, направо, то один из моторов крутится чуть быстрее, второй чуть медленнее. Модель поворачивает при движении влево или вправо. То есть бросили газ, модель останавливается. Так, ну вот в принципе все. Сейчас покажу, как это на модели получается. Сейчас модель едет, оба мотора крутятся вперед. Модель едет назад. Крутимся на месте. И теперь если вперед и направо. Один мотор быстрее крутится, второй медленнее. Вот коротко так. Ну, еще небольшое дополнение, что оба регулятора должны быть обязательно откалиброваны под аппаратуру для того, чтобы при определенном расходе газа они выдавали одинаковые обороты на моторы. Итак, теперь второй способ. Управляем при помощи автомобильной аппаратуры, также гусеничной моделью с двумя независимыми приводами. Итак, для начала подключаем приемник. Подключаем следующим образом. Левый мотор подключается у нас во второй канал. Правый мотор подключается в третий канал. Первый канал не задействован, а вообще в миксе будет использован первый, второй и третий каналы. Теперь настраиваем саму аппаратуру. Заходим в меню, две кнопочки нажимаем, выбираем модель. Вот у меня сейчас стоит Extra 3, я уже ее настраивал. Давайте выберем модель номер 4, чтобы с нуля показать, как эта настройка ведется. Выбрали модель, далее идем в реверс, заходим в меню.
Я просто уже знаю, что мне нужно первый, второй, третий канал среверсировать. Зависит это от того, как подпаяны моторы у вас, куда они вращаются. Поэтому вот так вот ставим первые 3 канала в реверс. Выходим. И далее вот есть в аппаратуре 2 микса. Заходим в первый микс. Активируем его. Включаем. Так, и говорим, что мастер у нас будет, то есть управляющий канал, это будет у нас тротлы, газ. А подчиняемый канал будет канал номер 3. Выставляем значение плюс 100%. И здесь тоже ставим 100%. Выходим. Заходим во второй микс. Также мы его активируем. И здесь уже мастеру мы оставим стеринг, поворот. Третий и второй канал. Поставили. А подчиняемый канал у нас будет также третий. И здесь можно поставить не 100%, а 30%. От этого будет зависеть, как резко у нас будет модель реагировать на газ. Ну, то есть я уже опытным путем тоже попробовал. 30% в принципе вполне достаточно. Оставляем значение 30. Так, ну вот в принципе и все. Теперь заходим в монитор, дисплей. Тут есть такая функция. И теперь при нажатии на газ, у нас второй и третий канал начинают одновременно, моторы крутятся вперед. То есть модель едет прямо. Если мы нажимаем назад, оба мотора крутятся назад. Теперь, если мы поворачиваем, используем руль. То есть, видите, что в данном случае первый канал как бы управляющий, и он влияет на третий канал. То есть, у нас начинает один мотор крутиться либо вправо, либо влево. Соответственно, если мы едем, нажимаем полный газ, и при этом поворачиваем вправо или влево, у нас один мотор начинает крутиться медленнее. Модель поворачивает. Также назад. То есть таким образом получается, что при движении вперед модель поворачивает либо вправо, либо влево. К сожалению, данным способом невозможно сделать, чтобы модель крутилась на месте, как вот в первом случае я вам показывал. Но тем не менее, управлять, допустим, автомобильной аппаратурой намного удобнее, мне по крайней мере. Поэтому в данном случае можно использовать вот такой способ для управления моделью. То есть один мотор крутится с одной скоростью, а второй либо быстрее, либо медленнее. За счет этого модель поворачивает вправо или влево. Вот в принципе все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими способами, если у вас они есть. Будет очень интересно. Всем спасибо, всем пока.